каких это пор китайские объективы стали такими гигантскими и тяжелыми. Эта 85-ка f1.4 от Мейки напоминает мне старую 85-ку HSM от Sigma еще того 2016 года. Тогда Sigma вытаскивала себя из кризиса, создав действительно мощные решения, хоть они и были очень громоздкими. Полюбились они нам своей супер резкостью. Вот и Мейки, кажись, решили пойти по пути Sigma и бахнули своего здоровенного исполина с качеством премиум линз. Меня зовут Максим Густарев, и сегодня у нас обзор на этого здоровяка. Поехали. Ранее я уже рассказывал о Мейке 85 мм f1.8 по цене бутерброда, которая стоила $190. Она была с наличием автофокуса, адекватной светосилы и резкости. Она была идеальной затычкой именно для старта. Минусами того стекла были, пластиковый корпус, разумеется, ужасно шумный мотор автофокуса, засветки в контровом свету, и в целом не идеальное, но вполне сносное качество картинки. С обновленной 85-кой f1.4 уже произвели работу над ошибками. Добавили больше стекла, больше веса, завезли премиум качество, сравнимое с той же самой Sigma 85 мм f1.4 Art, только с ценником в более чем в 2 раза ниже. Объектив поставляется в минималистичном комплекте с макулатуркой и блендой. Скажу сразу, мне не нравится дизайн этого объектива. От большого количества шрифтов и стилей их написания до цвета и текстуры металла. Но если закрыть глаза на внешнее исполнение этого объектива и обратить внимание на его эргономику, то здесь становится все намного приятней. Держать объектив двумя руками удобно. И при всем колхоз-дизайне тут грамотно реализованы кольца переключения диафрагмы и фокуса. Они имеют очень тактильные насечки с небольшой глубиной. В случае кольца диафрагмы насечки крестообразные, прям как у только купленного напильника. Они такие остренькие, приятненькие, их прям так и хочется покрутить. Она изменяется от значения f1.4 до f16, с шагом в треть стопа и с заметным кликером, фиксирующим значением по шкале. На конце есть возможность перевода диафрагмы в автоматический режим, а вот тумблера переключения кликера, увы, нет, видеографы в пролете. Хотя какая речь о закрытых диафрагмах, этот объектив нужно брать исключительно ради рисунка на открытую дырку. И количество света, отвечающее за экспозицию, лучше определять каким-нибудь переменным ND-фильтром. Благо дело, 85 мм обладает достаточно узким углом обзора, что позволит вам нацепить любой no-name ND переменный фильтр, и он не будет давать вам крестообразное затемнение, которое частенько вылезает именно на широких углах. На внешней части у нас резьба под светофильтры с уже классическим диаметром в 77 мм. У меня, по-моему, все объективы 24 мм, 85-ка Art обладают также диаметром 77 мм под светофильтр. При двуручном хвате под большим пальцем левой руки удобно располагается программируемая кнопка, на которую можно закинуть пользовательские функции. Чуть ниже переключатель AF/MF, а на самом байонете вы увидите красное резиновое кольцо влагозащиты. И также здесь имеется порт Type-C под обновление прошивки. Итак, поругать объектив вроде как поругали. Теперь хочется поговорить о его главной, сильной стороне. Это качество картинки. Как и следовало ожидать, запороть такое количество стекла сейчас трудно. Я уже говорил ранее, что китайские фабрики сейчас обладают плюс-минус подобным качеством производимых стекол. И качество картинки начинает коррелировать с количеством стекла на борту. А тут его много, 13 элементов в 8 группах. Из них сюда запихали 4 низкодисперсионных элемента, которые минимизируют хроматические аберрации, и 2 элемента с высоким коэффициентом преломления. Как итог, вы получаете чистый от хроматических аберраций кадр. Вам действительно придется потрудиться, чтобы найти здесь хроматику. Центр у кадра будет идеально чистый, без каких-либо дисперсий света, и, возможно, к углам кадра вы будете находить супер-супер малые дисперсии, буквально на однопиксельный радиус, но, опять же, я считаю, что этими хроматическими аберрациями можно спокойно пренебречь. Они будут более заметны в суперконтровом контрастном освещении, и, возможно, вы их найдете, исключительно, опять же, повторюсь, на углах кадра. Теперь давайте посмотрим на резкость. Я сделал несколько кадров на разные диафрагмы, и на первое, что я хочу обратить внимание, первый кадр, сделанный на диафрагму f1.4, сфокусировался я по центру, на условные бесконечности, и видно, что столб, который расположен от меня в нескольких десятков метров на достаточно большом расстоянии, он находится в расфокусе. Соответственно, на 85 мм, даже на открытую дырку f1.4, вы имеете достаточно большой запас разноплановости, передний план у вас будет размываться. Следующее, я зумирую картинку на 200%,
моментов. Таким образом, пиксели изображения лучше сохраняют родную резкость, и мы можем уже сравнить топовые значения. В целом, на значение f1.4 мы уже получаем достаточно резкую картинку, но картинка будет резче при закрытии диафрагмы. В моем случае получилось то, что самый резкий снимок получается на диафрагму f2.8. При закрытии резкость практически никак не меняется, ну и, разумеется, на значение f16 у нас уже проявляется небольшое мыло. Диафрагма f1.4 по краям, конечно же, размывается намного сильнее, ну и первый стоп особо не вытаскивает эту резкость. Приходится закрывать на 2 стопа до значения f2.8, чтобы получить уже более лезвийную резкость по всей площади кадра. Закрытие диафрагмы до f11 практически никак не влияет на резкостные особенности, и на f16 опять же мы получаем небольшое мыло. Объектив имеет достаточно сильную виньетку. Это видно на открытую диафрагму. На f2.8 ее становится меньше, но вот между f8 и f11 ее уже практически нет, хотя между f8 и f5.6 ее все-таки можно наблюдать по углам. Чтобы сделать обзор более честным, я решил сравнить Мейки 85 мм с Sigma 85 мм f1.4R DGDN. Это компактная 85-ка под короткий рабочий отрезок под Sony E Bayonet. Два кадра я накинул в фотошопе друг на друга. Сделал выравнивание слоев через Recomposition, чтобы каждый пиксель у нас сохранял свою оригинальную резкость. Ну и первое, на что мы можем обратить внимание, что Sigma намного более контрастный объектив, за счет чего на открытую диафрагму у нас также становится более явная виньетка по краям. Также стоит обратить внимание, что цветопередача у Мейки отдает небольшими теплыми зеленоватыми оттенками. Поэтому смело можно сказать, что Sigma намного чище. Если увеличить картинку в 200% зуме, разницы по резкости я практически не замечаю. Здесь на открытую диафрагму f1.4 как и Мейки, так и Sigma на 24-мегапиксельной матрице имеет потрясающую разрешающую способность. А что у нас по краям? А вот по краям уже все намного грустней. Как видите, Sigma сохраняет свою идеальную лезвийную резкость по краям кадров, в ту очередь как Мейки начинает уже мылить. Маленький нюанс по дисторсии 85-ки от Мейки. На данный момент производители не завезли профили, исправляющие дисторсию автоматически в Lightroom Camera Raw, поэтому вам придется исправлять дисторсию вручную. Особое внимание хотелось бы уделить рисунку боке. Если сравнивать между Sigma и Мейки, разницы вы практически не заметите. Они абсолютно идентичные. Посмотрим, насколько внимательно вы смотрели обзор. Попробуйте догадаться, на какой объектив снят каждый кадр. За автофокус отвечает шаговый STM бесшумный мотор, и в отличие от предыдущей версии с диафрагмой f1.8, на этом объективе фокусировка происходит абсолютно бесшумно. На моей доисторической A7C и в фото, и в видео режиме слежения происходит быстро и плавно. Возможно, снимать дикий экшен, пролетающих мимо птиц, к примеру, вам скорости автофокуса может не хватить, но вот для неспешных портретов и скорости, и чувствительности AF просто за глаза. А вот МДФ может многих отпугнуть. 98 сантиметров, почти метр. Это наиближайшее расстояние, на котором объектив сможет сфокусироваться. Клоузап снять уже не получится. В пример, у той же Sigma 85 мм f1.4 Art МДФ на 13 сантиметров меньше. И еще лучшими показателями обладает родной G-Master. Контровой свет объектив ловит сильными засветками. С одной стороны, они не критичные, в какой-то степени даже артистичные. Ну а с другой, сильная потеря контраста у источника света не есть признак премиум качества. При выходе источника света из кадра и при отсутствии бленды, свет, падающий по касательной, создает сильную боковую засветку. Поэтому бленду лучше использовать всегда. За воздушное боке тут отвечает диафрагма со светосилой f1.4. На открытую дырку мы имеем идеальные круги на источниках света, которые срезаются в овалы ближе к углам снимка. А 12-лепестковый механизм диафрагмы при ее закрытии сохраняет циркулярность рисунка боке. Блики не превращаются в многогранники. Цена этого объектива на официальном сайте $470. Обзавестись им в России можно. К примеру, можете его заказать с Алиэкспресса за плюс-минус 40 тысяч рублей. Я даже этот объектив находил на каких-то российских сайтах за ценник даже меньший от официального, что-то за 37 или за 36 тысяч рублей. Но, опять же, заказывать с ноунейм сайтов — это на ваш страх и риск. Если для вас высокое качество и низкий прайс важнее, чем тяжеленный вес, здоровенные габариты, ну и, разумеется, то, что вас просто друзья засмеют, что вы снимаете не на G-Master, то его стоит рассмотреть как рабочую 85-ку, которая делает вполне артистичную картинку. Посмотреть равки с этого стекла вы можете у меня в телеграм-канале. Заходите, скачивайте, крутите, вертите. Поддержать канал можно на Boosty и Patreon. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, мне будет очень приятно. И до новых встреч, пока.